Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Рыболов Копатель. Доброго времени суток, мира, позитива и добра вам. Сегодня я отправляюсь на коп, еду один. Выходные прошли без копа, потому что погода у нас царила просто ненастная. Снег, дождь, сильнейший ветер и прочие падающие деревья. Сплошные катаклизмы, дорогие друзья. Сегодня ситуация по погоде стабилизировалась, есть свободное время, поэтому вместе с вами мы отправляемся на место бывшего большого немецкого поселка, который отчасти уцелел и является жилым на сегодняшний день, но большая часть его уничтожена еще в годы войны. Пойдем на дом, который по свидетельствам родственников первых переселенцев и очевидцев принадлежал когда-то барону, богатею местному. Вокруг этого дома попадались разные находки. Все давно, конечно же, перекопано. Но, тем не менее, настольную медаль Евангелистской церкви в память о 50-летии бракосочетания, то бишь золотой свадьбы, я нашел именно неподалеку от этого дома. И сегодня мы отправимся с вами именно туда. Будем искать что-нибудь интересное. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. У кого проблемы с YouTube, переходите на Дзен. Ссылочка внизу. Вот где летом мы с вами лазили по высохшим водоемам рядом с домами бывшими. Везде стоит вода, видите? Примерно вот где вода стоит. Две марки я нашел серебряные, помните, наверное. А теперь вот, когда это высохнет, если лето сухое будет только. Вот, мы уже подходим к дому. И тут, видимо, что-то типа ворот было, колонны, может быть. Видите, как в греческом зале. Батюшки мои. Все, пора включать прибор и двигаться. Ну что, ребята, мы на подступах к дому барона, его же масона. Первый сигнал и первая находка. Фу. Вафельница. Вафельница. Тоже уже в этом сезоне не первая. Даже похоже на целую. Слушайте, заказал сейчас щетки, набор, потому что все, которые были, все поразлетелись. Сейчас даже ее почистить нечем. Ну ладно, отложим ее, находка хорошая. Сейчас что-нибудь палочку найду, так до надписи, может, доковыряюсь хоть, чтобы вам показать. И продолжим. Не, палочкой ничего не получается. Она похожа и сама, как будто бы в горелом каком-то грунте лежала. Ладно, разберемся мы с ней, а пока продолжим. Тут вафельница лежала. А это выброс. Так, смотрю, что-то вылетело с обвала. Брошка, что ли, какая-то.
Крутая штучка была. Она вся в стразиках была похожа. И все они повылетали. Типа брошь или пуговица такая. Зачетная была. Так, друзья, дальше тоже интересная находка. Посмотрите. Посмотрите, а не башмачные ли это дела? А не с ремонтом ли обуви это связано? Как оно правильно называется, я даже не знаю. Ладно, в конце почистим, рассмотрим. В машине там пластиковая щетка большая есть. Можно будет почистить. Оборон тот еще лабутенчик был, судя по всему. Водает. Дальше вот такая уставшая, горевшая тоже гирька. Вон надпись вот тут вот залеплена. Килограммовая. Так, ребята, еще одна рядышком. Это уже 2 кило, наверное. Дядь его раздает. Хожу вокруг дома барона. Копаю все подряд, друзья. И смотрите, что вылетает. У нас с вами знакомые очертания. Знакомые. Пряжка. Стальная причем. Ну давайте попробуем ее маленько пошурудить. Что там, видно что-нибудь будет или нет. Ну, вилку вон вижу. Ну, не самый отстойный сохран, который обычно предлагает нам стальная пряжка Год Метунс. Нет, да что-то вон даже там виднеется. Ну, это я так палочкой почистил. На троечку, друзья, но тем не менее, находка ведь. Продолжаем.
Опа. Это, наверное, мотоседло для велосипедного. Сильно дюже мощное. Хотя могу и ошибаться. Барон катался на табуретке, на скутере. В магазин ездил, наверное. Рядом за седлом, смотрите, сигнал был, похоже, точно мотоциклетная, потому что вот они и очки мотоциклетные вылетели. Где-то тут глаз еще один. Напильник вот еще. Вот и дождик закапал. А вот и вилка велосипедная. Но, к сожалению, смотрю, шильды на ней уже не видно. Ну и какая-то она маленькая, тоненькая. Детский, наверное, был. Так. Монетка на сегодня. Уже не первая, там феник попадался цинковый. А тут у нас полтишок, алюминий. Ладно, в конце почищу, покажу. Погода что-то играет. То дождь, то солнышко уже опять. У барона исключительно все кованое стояло. И как вот эта ручка. Да, собственно говоря, как и у всех в поселке. Ржавый коп с вами. Две гири. Вот это обувная тема. Я так понимаю. Тут вот основание тоже сломано. Но сапоги барон чинил там. Пряга. Стальная. Давно не находил. Но вот в таком состоянии, в печальном. Звонок. Тоже стальной. Но так, визуально не вижу никаких надписей. Так, вафельница. Ну, почистил. Вроде силуэт целый. Подгоревшая, что ли, не пойму. Но он где-то надписи там пробиваются. Где-то надписи пробиваются. Ну, очки, вы помните, мотоциклетные. И вот по мелочи. Вот какая-то, я не знаю, узорчатая безделушка, феники. Пуговица с орлом попалась там по дороге мне. Назад уже шел. Но орел что-то вообще затертый. Вот это вот брошка была
Вот такой вот, друзья, ржавый коп у нас с вами получился. Ну и цветнятина всякая, как обычно. Всем благодарствую за просмотр, дорогие друзья. Поеду я домой. Еще вон железо, 2 мешка нафигачил попутно. Не могу не копать его, когда оно лезет. До новых встреч. Пишите комменты. Всем пока, здоровья, мира и добра.